Наконец я на Колыме. Здравствуй, Колымушка. Кедровый сланник. Вот он, красавец. Пока на нем шишек нет. Это лиственницы. Они только-только сейчас проклевываются у них иголочки. Малюсенькие, малюсенькие, зелененькие. Позади испытание поездом, мыторством по Шереметьевому аэропорту в Шереметьево. И благодать колымская. Невероятно. Только что утром я стоял в аэропорту Магадана. И вот я уже в лесочке. Это сейчас вечер уже. 6 часов вечера. Но я не в том плане, что по часам, а в том, что совсем позавчера я был в Камышине, а сегодня уже в Магадане. Я осуществил свою давнюю мечту. Вернуться на места своей юности. В 1978 году, 79 году, в феврале я оказался на Колыме первый раз. Всего у меня общий стаж колымский 12 лет. Работал скалолазом, плотником-бетонщиком, слесарем, грузчиком, столяром. И вот теперь я хочу опять поработать уже не на Чукотке, а на Колыме бульдозеристом. Как оно сложится, не знаю. Пока я делаю прогулку в окрестностях базы строительства Усть-Среднеканской ГЭС, поселочка такого гидростроителей. Вот. Иду по окрестностям, пытаюсь заснять пейзажики, увидеть эту красоту. Но пока, конечно, далеко-далеко до материковских цветов, зелени, а сейчас уже пошли фрукты, но все равно здесь очень и очень красиво. Здесь своя красота, северная, колымская. Поселок Уптар назван в честь речки Уптар. Через него проходит трасса с Магадана на Сусуман, Ягодная, Уснеру, мог в Манчукчан попасть, на Средняка. И вот мне надо сейчас перейти эту трассу, а потом форсировать речку Уптар. Она довольно-таки, она широкая. Но я смотрю, здесь есть мост. Но я по нему не пойду. А просто перейду по автомобильному мосту. И как раз окажусь на склоне сопки. Вот на этой сопке, куда мне надо и подняться для съемок панорамных, для видео дальних гор и всей территории, занимаемой поселком Уптар. Речка Уптар. Я под мостом возле поселка Уптар. Глыба льда, который намерз за зиму. Так называемый наледный лед, где-то метра на 3 под мостом. В 300 метрах
от моста через Уптар речку. Родник придорожный. Очень красивый пейзаж вокруг. Струя мощная. Сейчас мы посмотрим окружение. Это долина реки Уптар. Дальние сопки. И сам поселочек с трассой. В течение получаса, я думаю, идти среди сланника кедрового по вот этой тропе. По мху, чтобы подняться как можно выше и иметь возможность обозревать территорию. Сланник довольно высокий. Выше меня где-то на метр. Во мне 1,78 м. Ну, 3-метровый. А если учитывать, начинать считать от корня, то здесь сланник высотой 5 метров. Вот такой великан здесь растет. Батюшки! А ведь это же муравейник. А на нем муравьи. Сейчас мы их посмотрим поближе. Вот так вот. И муравейник не один. Я уже встретил несколько их. Я поднялся еще выше. Здесь выполаживание. Сухая почва. Ну, почва условно. Подстилка. Под листвяночками и сланником. И муравьи здесь ведут свою жизнь. И судя по этим горкам, неплохо, припеваючи. Это же надо же выдержать зимушку в 40 градусов. Ай да молодцы они. Это же рододендрон или рододендрон. Роскошные цветы у него. Их надо заваривать в чай, и тогда, по слухам, кровь обогащается легче кислородом. Не ожидал. Я думал, где-то высоко в высокогорье они встречаются только где-то на сопках больших. А здесь довольно-таки низко. А они, вот они, красавцы. Я поднялся уже прилично и снимаю панораму вокруг Уптара. А вверху летит Боинг пассажирский. Он поднялся с аэропорта имени Высоцкого и полетел куда ему надо. Совсем крохотный цветочек у багульника. Чем дальше от трассы, чем выше по склонам, тем сочнее краски. Перед нами мох. Здравствуй, мох. Вот. И костяника. Ну, ягод я почему-то не вижу. Где-то они должны быть. Ягоды, может, повыше еще. Это старый Уптар. Дома здесь есть уже нежилые, но люди еще живут. Налево вдалеке склады
гидростроителей. Внизу зона. А вот там поселок Новый Уптар, где я вчера гулял. Какие красивые сопки. Какие красивые строгие линии, призмы. Вот бы на них подняться. Красота. Сланник выбросил шишечки. Вот они, красавицы. Они зацветут. Ну, то есть тут здесь есть женские цветки и мужские. Вот они. Даже на них смола немножко выступает. Так что весна, жизнь продолжается. Даже в таких суровых местах колымских. Брусника. Здравствуй, мои хорошие. Вот они, ягодки. Вот они, ягодки. Дождались меня. Сейчас я вас покушаю. Витаминчиков себя вберу вашего колымского. Ай, красота, ай, красота. Можно было взять, конечно, котелочек где-нибудь раздобыть и сделать чаек с бруснички. Но я думаю, еще времечко будет. Вновь включаю видео, чтобы продублировать съемку будущих шишечек на кедровом сланнике. Вот это будет кедровый сланник. Шишки кедрового сланника, семена. Их потом грызть надо и обогащать тело бренное витаминами и белком. Уже первые комарики. Что поделаешь? Я очень удачно выбрал место, время, то есть. Вот сейчас сниму дальний план. Там что-то типа дождя над сопками. И пойду дальше, вниз. Я уже возвращаюсь. А вот такой мох. Ковер нежнейший. Нежнейший, словно самолет летит над облаками. Кстати, гудит он где-то. Может посмотреть. Во второй половине дня погода улучшилась. Солнышко расщедрилось. Оно 6 часов, уже 7 час. Но оно мягкое, ласковое. Сейчас я посмотрю, какие же у нас первые иголочки на лиственницах. Вот они, крохотулечки. Совсем махонькие. Еще немного пройдусь по лесу. Вечереет. Так что опасность встретиться с медведем увеличивается. Я вышел на трассу и возвращаюсь в общежитие Уптары. Вот пронеслась фура, пронес бензовоз. А вот еще пошел с прицеп для старателей. Мне приятно, меня поприветствовали. Меня узнают.